Это первая часть про гид для Unity, в которой покажу, как я его использую в личных проектах, а в следующей части разберем, как его использовать с командой на примере собственного опыта. Надеюсь, после просмотра этих двух роликов у тебя не будет страха перед использованием гита, если таков был, или твои познания станут просто шире. Сразу скажу, что вторая часть будет как продолжение, или можно сказать расширение текущей, так как тут я затрону следующие темы. Что такое гид, какие есть варианты, что использую я, как установить гид и, собственно, как его вообще использовать для собственных проектов. А во второй части уже покажу верное наименование твоих изменений, работа с ветками, мерджами и другие моменты, которые были у меня в работе с командой. Ну и в этой части совсем чуть-чуть будут затрагиваться темы о командной работе. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика, не пожалеешь. Итак, начнем с того, что такое вообще гид, для тех, кто раньше вообще не слышал про это. Говорить тут много не буду и только своими словами. Более строгое определение ты можешь найти спокойно и в интернете. Гид — это такой инструмент, который позволяет тебе сохранять проект по этапам. Что-то вроде контрольных точек, называемые коммитами, что в свою очередь дает возможность вернуться к любому месту сохранения. А место, где располагается проект, который контролируется гитом, называется репозиторием. Он может быть локальным, то есть весь проект и его сохранение локальным, только на твоем ПК, а может храниться на сайте, а именно GitHub. И последний важный момент – это командная работа над одним проектом. Подробнее о командной работе во второй части. Вообще, Git является консольным приложением, где ты управляешь проектом через консольные команды. Но эти команды еще нужно знать, и часто это отпугивает новичков, потому есть множество графических оболочек, которые упрощают работу с Git. Среди них есть такие популярные, как Tortoise Git, GitHub Desktop, Fork, Tower, Source3 и другие. У меня был опыт использования Tortoise Git и GitHub Desktop, а теперь использую Fork и очень доволен. Сама программа платная и покупается один раз за $50, но это не значит, что вам это видео не подходит. Во-первых, все, что я расскажу, сможешь использовать и в других программах, а если тоже очень понравится Fork, то сам знаешь, что есть возможность и не платить. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Идем дальше. Прежде чем ставить Fork или любой другой похожий софт, который является оболочкой для гита, то нужен сам гит. Для этого идем на этот сайт, качаем его и устанавливаем. Если что, все ссылки в описании. После уже можешь ставить любую оболочку и вперед. В моем случае это Fork. Покажу визуально. Мы устанавливаем гит и уже можем управлять проектами через консоль. Но если это неудобно или сложно, тогда можно ставить оболочки, которые делают все управление командами. Но для нас это как обычные кнопки, то есть как обычная графическая программа. Теперь разберем интерфейс этой программы и поясню, как вообще работает гит и как делать эти коммиты, как их выгружать на сайт GitHub и тому подобное. Итак, есть три способа работы с репозиторием, то есть нашими проектами. Первый – это создать репозиторий, второй способ – клонировать, и третий – открыть. Третий самый простой и понятный, просто открыть в репозитории, который находится у нас на ПК. С него и начну. Тут говорить особо нечего, все действия буду показывать на примере своей игры про кликер на реакцию. Если его не видел, то у меня есть на канале обзор на эту игру, хочешь — посмотри. Также эту игру можно скачать с Play Market, если есть желание. После небольшой саморекламы идем дальше. Открыть репозиторий очень просто. Достаточно нажать на эту кнопку и выбрать папку, которая является репозиторием. Как это определить, покажу дальше. Вот так будет выглядеть открытый проект. Как и что тут нажимать, я расскажу позже. А пока второй способ. А второй способ — это клонирование репозитория. Как это работает и зачем, показываю, а ты внимательно смотри и слушай. Мой проект на реакцию загружен на мою страницу на GitHub. Вот и он. Тут видно мой ник и название репозитория. В целом, про этот сайт говорить не буду, есть куча материалов в сети, но можешь написать в комментарии, что нужен урок от меня на эту тему. Если вас будет много, то сделаю отдельное видео про GitHub. По центру видно весь проект, который можно скачать или клонировать.
Скачать вы можете, нажав просто на код download zip, и скачается просто архив без самого контроля гита, то есть без истории коммитов и возможности добавлять новые. Но если тебе нужна вся история изменений или для командной работы, то нужно клонировать. Для этого выбираем тот же код и копируем строку на текущей вкладке с названием HTTPS. Теперь идем в fork, нажимаем clone, оно автоматически вставляет нам строку и тип клонирования. Кстати, про SSH могу снять отдельную третью часть, там чуть сложнее просто, если что, пиши в комменты. Потом выбираем, куда мы хотим клонировать, имя оставляем как есть, и аккаунт у вас будет свой, у меня их просто 2. Чтобы его добавить, достаточно зайти в файл Accounts, но там уже ничего сложного, поэтому идем дальше. Нажимаем клон и пойдет процесс скачивания. После всего этого процесса будет примерно такая же картина, как и у меня. Сразу хочу сказать, репозитории, которые рассматриваются на командную работу, обычно чистятся через какое-то время. То есть удаляется весь хлам, который не используется. Это нужно для того, чтобы весь вес репозитория был более честным и все разработчики более комфортно с ним работали. А если тебе это нужно в личных целях, то, думаю, порядок бы тоже не помешал. Перед тем, как разобрать третий способ, хочу рассказать про то, что вообще тут показывается и как с этим работать. То есть разберем интерфейс Fork. Сверху название проекта, как вкладка в браузере, что очень удобно. Слева вверху у нас 2 пункта. Первый — это локальные изменения на данный момент, то есть те изменения в проекте, которые еще не сохранены. Я как раз тут оставил эти изменения для тебя, чтобы наглядно все показать. А второе поле — это все сохраненные изменения, то есть все коммиты. Разберем подробнее там, где локальные изменения. У нас есть 2 зоны. Первая — это так званые unstage файлы. Это все файлы, которые были изменены, добавлены или удалены из проекта. То есть все несохраненные изменения в проекте. А ниже это уже stage файлы, те файлы, которые мы будем отправлять в коммит. Сейчас, например, мы не можем сделать этот коммит, то есть сделать сохранение, так как файлов для этого коммита нету. Если перетянем любой файл из unstage в stage, то мы тут же получим доступ к коммиту, предварительно написав название самого коммита. А ниже описание по желанию. Кстати, как верно написать название, расскажу во второй части про гид, потому что для себя ты делаешь коммиты как хочешь, а вот работа в команде уже совсем другое дело. Хотя сам для себя я тоже делаю названия в принципе верными. Думаю, тут понятно. Если ты сделал много работы в проекте, но забыл все сохранить, то можно из unstage кидать файлы, часть файлов, точнее, в stage и делать сохранение. Таким образом, все unstage файлы могут быть сохранены частями, отдельными коммитами. Изучаем дальше. Как видишь, возле каждого файла есть цветной значок. Зеленый означает, что файл добавили, желтый, что файл был изменен, а еще есть красный. Тут его нету, но он означает, что файл удален. При выборе любого файла у нас слева показывается, что внутри файла происходит. Почти все файлы — это текст, кроме картинок. Вот даже сцена — это тоже текстовый файл. Мы тут видим, что было изменено. Красное убрали, зеленое добавили. Думаю, это очевидно. Идем дальше. Тут мы видим всю историю коммитов. Каждый такой кружочек — это коммит, то есть сохранение и рядом название этого коммита, который описывает, что именно там изменили или добавили. Чем выше коммит, тем он новее. Справа видно автора коммита и время. Если работаете в команде, то и авторы будут разные, соответственно. Нажав на любой коммит ниже, на вкладке коммит, ты видишь тоже автора, время и название. Но ниже еще и список файлов, что были изменены, добавлены или удалены. Про цвета я уже говорил, и тут есть тоже превью. Но тут тоже есть превью, но нужно нажать на этот файл. И будет открывающийся список. Например, в скрипте database ты видишь, что я убирал и что добавлял, но в рамках именно выбранного коммита. Возможно, выше я этот файл уже поменял или вообще удалил. Но в этом и красота. Мы вдруг когда-то писали какой-то код, который работал и нужно его вернуть, то ты спокойно можешь это найти и скопировать или подсмотреть, как это было ранее сделано. Думаю, тут еще стоило бы упомянуть отмену изменений файла, но чаще всего я это делаю только в командных проектах, поэтому расскажу в следующей части. На вкладке Changes видим все изменения этого коммита в виде иерархии, что иногда может быть более удобно. И третья вкладка — это дерево файлов. Я обычно не используюсь, достаточно второй. Самый новый коммит, кроме названия, имеет еще и тег.
это уже во второй части расскажу, и название ветки. Тут она одна, оранжевая, и называется мастер-ветка. Ветка — это такая линия изменений, которая имеет название и историю коммитов. Этих веток может быть очень много. Но про ветки также во второй части, не пугайтесь, просто эта часть является базовой, и более сложный момент я хочу рассказать уже в следующей части. Просто ветки могут ранжироваться вообще по-разному. Например, я как разработчик в команде, у меня есть, может быть, собственная ветка, у другого разработчика другая ветка. Но иногда их ранжируют по задачам, и над одной веткой могут работать несколько разработчиков. То есть есть определенные нюансы и сложности. Идем дальше. Галочка возле слова мастер означает, что проект находится именно в этой ветке и на последнем коммите. Были бы у нас другие ветки, то мы могли бы переключаться между ними, и проект менял бы свое содержимое в зависимости от того, что вообще происходило в этих ветках. И последнее, это то, что у нас осталось слева. Первое, branches. Это ветки, которые только локальные, то есть которые находятся у нас на АПК. Они же в remote, это ветки, которые уже опубликованы на сайте, то есть в удаленном репозитории. Ниже теги и стэши. Оба пункта будут во второй части. Оставшееся время мы с тобой займемся третьим способом. Если первые два способа касались уже существующих репозиториев, то сейчас нам нужно создать его с нуля. То есть начинаем новый проект, а для этого есть два способа. Первый — это создать репозиторий на ПК и потом его уже загрузить на сайт. То есть сделать удаленным репозиторием, для того, чтобы там поделиться с командой или просто сохранить для себя. А второй — это сделать репозиторий на сайте, а потом клонировать его к нам на ПК. Начнем с создания на сайте. Для этого в твоем профиле выберем New. Тут нужно ввести название репозитория. Все пробелы автоматом заменятся на черточки при создании, или можешь вручную их прописать. Ниже описание проекта, если оно нужно. Потом публичный это будет репозиторий или приватный, тут уже ставишь в зависимости от твоих целей. После можно добавить readme файл, если описание проекта будет большим. Потом очень важный шаг — это выбор файла git-ignore. Это специальный файл, который будет говорить гиту, какие файлы нужно игнорировать и вообще не показывать в изменениях. Это как комментарии в нашем коде. Они как бы есть, но не учитываются в процессе исполнения. У нас сейчас урок про связку с Unity, потому в списке можешь выбрать пункт Unity. Если же ты смотришь это видео чисто чтобы изучить работу с fork, то выбирай этот файл на свое усмотрение, смотря с чем ты работаешь. В конце нажимаем Create и попадаем на знакомое уже окно, только проекта другой. Тут мы уже копируем ссылку и клонируем себя на ПК. Дальше нужно создавать проект Unity, кидать его в папку, куда мы склонировали наш пустой репозиторий, и все изменения уже коммитить, то есть сохранять и отправлять на сайт. Но эти все этапы покажу после локального создания репозитория, который в конце опубликуем, потому этот репозиторий удалю. Для создания нового локального репозитория на ПК выбираем файл init new repository. Выбираем, где хотим создать репозиторий, то есть где будет лежать наш новый проект. Я выберу корень диска D и назову test new project. Захожу в нее и нажимаю выбрать. У нас появляется новая вкладка и все пустое, что очевидно. Давай посмотрим на эту папку, что создали. У нас тут только скрытая папка git. Именно она и определяет всю папку, что это репозиторий. Для наглядности давай создадим любой файл в этой папке. А после глянем fork. У нас появились локальные изменения. Тут у нас только файл, потому что папка пустая и забирать из нее нечего. Если мы закинем этот файл в stage, то сможем закоммитить, и это будет уже первое сохранение этого репозитория. Но давай посмотрим на примере все-таки Unity проекта. Для этого нам нужно создать в этой папке сам проект Unity. Только проект нам нужно вынести за пределы папки, а потом покажу зачем.
Теперь у нас новый проект, который имеет кучу новых файлов, и все они добавились в локальные изменения. Но их очень-очень много, и среди этих файлов есть пачка ненужных файлов для репозитория. Это такие файлы, которые автоматом генерируются и нужны только для локальной работы проекта, и никак на проект в целом не влияют. И как ты мог уже понять, нам нужен файл gitignore. Но чтобы упростить эту задачу, иди в описание ролика, качай по ссылке мой gitignore файл и кидай его в корень папки, как я сейчас это сделал. После этого количество файлов резко поменялось в лучшую сторону. Давай заглянем внутрь этого файла, я думаю, тебе это интересно. У нас тут просто список того, что нужно игнорировать. Это вот такой вот список папок, как раз именно из-за этого мы кидали сам проект с Unity в корень репозитория, чтобы эти папки учитывались. Потом файлы автогенерации Visual Studio, файлы Meta Unity и тому подобное. Сюда можешь писать любые другие свои форматы, если есть в этом необходимость. Для наглядности я покажу на примере одного файла, точнее даже двух, которые были в моем проекте на реакции. В список изменений попал ключ подписи игры с текстовым файлом, в котором есть пароль, чтобы не забыть. Но это я не хочу публиковать, например. Потому при коммитах могу просто не добавлять эти файлы ниже, то есть в категорию Stage. А если не хочу вообще их видеть в этом списке, то просто могу зайти в файл gitignore этого репозитория и допишу в конце вот такие две строки. Первое. Ignore всех текстовых файлов и ignore файла с форматом ключа. Смотрим fork. Файлы пропали. Но вместо них добавилось изменение файла gitignore, где видим, что поменяли. При работе с командой обычно файл gitignore идет как отдельный коммит, а потом уже пустой проект. Давай так и сделаем. Но для личных целей это вовсе не обязательно, потому делаешь как тебе удобно. Как ты уже можешь догадываться, мы берем только файл gitignore и перетягиваем вниз. После вводим название, что мы сделали, а именно добавили gitignore файл, и нажимаем commit. Теперь у нас вот тут появляется история коммитов. Давай добавим еще один коммит. Перенесем все файлы вниз, потому что все эти файлы относятся к пустому проекту. Введем название, что добавили новый пустой проект, и нажимаем commit. Супер, у нас два коммита, которые названы логически, и видим, что поменялось. Теперь внесем любые изменения в проект. Например, добавим пару объектов на сцену, один из которых сделаем префабом. Как видим, все изменения видны, и мы можем сделать новое сохранение. Супер, все получается. Итак, дальше идет разработка проекта в одиночку. Я сам еще пользуюсь ветками, но это, как я уже и говорил, материал для второй части. Все эти изменения локальны, и весь наш репозиторий только у нас на ПК. Но вдруг что случится с диском, или ты захочешь добавить друга к разработке, или просто опубликовать проект как портфолио, или же показать миру свой крутой плагин, написанный на Unity, то проект нужно выгрузить на сайт в свой профиль. Как помнишь, слева у Branches у нас локальные ветки, а ниже ветки удаленные, те, которые, скажем так, находятся онлайн. У нас сейчас там пусто, потому что репозитория нет у нас в профиле. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на Remote и выбираем Add New Remote. И тут нам нужна ссылка на репозиторий и имя ветки. Имя оставляем как и есть, а вот ссылку нужно создать. Тут я понял, что зря удалил тот репозиторий в начале, потому создадим новый, но уже без файла gitignore.
Создаем, и перед нами вообще голый-голый репозиторий. Тут даже нет привычной нам шапки с нужными кнопками, потому что он вообще пустой. Но тут нам подсказывают, что нам нужно сделать дальше. А дальше мы просто копируем эту строку и вставляем в fork. Я еще выбираю профиль, но для тебя это можно пропустить, если профиль только один. Я еще проверил соединение с репозиторием, все окей, и нажимаем Add New Remote. Таким образом мы создали связь удаленного репозитория, тот, который я назвал как репозитория онлайн, с нашим локальным проектом. Мы видим, что есть origin, но в нем нет никакой ветки, в нашем случае мастер. И на сайте тоже все пусто. Следующий шаг – добавить ветку в репозиторий на сайте. Процесс переноса сохранений или коммитов в репозиторий на сайте называется push. Для этого нажмем соответствующую кнопку выше. Тут видим, что мы будем пушить ветку мастер в ту же ветку мастер, но уже удаленную, которая на сайте. Нажимаем push. Видим, сверху идет процесс. И да, кстати, чем мне еще нравится fork, если мы нажмем вот сюда, то видим все, что мы делали с проектом ранее, но вверху есть консольная команда, которую программа вводит за нас, а не мы набираем ручками. Мы делали коммиты, потом добавляли удаленную ветку, а после делали push. Итак, у нас теперь добавилась ветка master в origin. Значит, все наши изменения в проекте не только локальные, но уже и на удаленном репозитории. Проверяем, обновляем страницу, и все есть. Наша ветка master, наши файлы и коммиты. Тут также можно смотреть изменения коммитов, если тебе интересно. А нажав вот сюда, мы видим список всех коммитов. Но прежде чем закончить, есть еще что мне тебе сказать. Давай сделаем новые изменения и сохраним их. У нас появляется новый коммит, но уже с такой точкой. Это значит, что данный коммит является только локальным, на сайте его еще нет. Также видим цифру 1 возле локальной ветки. Давай добавим еще один коммит для наглядности. Теперь у нас два локальных коммита. Мы тут хорошо видим разницу, что последние удаленные изменения, то есть те, что в Origin Master, остались на том моменте, когда делали последний раз push. А выше только наша локальная ветка. Глянем удаленный репозиторий. Тут все так же. Теперь сделаем push локальной ветки в удаленную. Видим этот процесс. Все, он завершился, точки пропали, значок удаленной ветки и локальной теперь вместе, и проверяем на сайте. Супер, все изменения подтянулись, и все отлично. Внимание, не спеши всегда делать коммиты и пуши. Когда для себя делаешь, может быть это не столь важно, но тем не менее. Я часто делаю коммиты с утра, на свежую голову, потому что иногда бывает, что что-то забыл добавить или нужны какие-то правки, ну и тому подобное. А насчет пуша есть тоже момент. Если коммиты локальные и нужно откатиться, то это можно сделать достаточно просто. А если все коммиты уже в удаленном репозитории, то откатиться уже будет проблематичнее. Как откатывать локальные коммиты, покажу во второй части. И последнее, что покажу, это удаляй проект. Вообще и полностью. Git вкладку тоже закрой. Это демонстрация того, что, например, полетел диск или файлы случайно удалились, или еще что-то. Идем в наш профиль, копируем ссылку и идем в fork. Или ту оболочку, которую ты используешь. Нажимаем Clone, выбираем папку и тому подобное, что уже рассказывал.
Но видим, что файлов как-то очень мало. Как раз это и сделал файл gitignore. То есть мы скачали не всю тучу файлов, а только необходимые для проекта. При первом же открытии проекта все будет работать, как и работало. Файлы будут сами генерироваться, которые были в gitignore. И это все очень круто и удобно. Да, первый запуск проекта будет, конечно, долгим, но это только первый раз. Потому что во время запуска проекта все необходимые файлы начинают генерироваться, а в последующих запусках они уже есть, поэтому их не нужно уже заново генерировать. На момент записи этого ролика в компании, где я работаю, прошла некая реорганизация и просят перейти на оболочку гита Source 3. Но вторую и, возможно, третью часть этой серии уроков я запишу все равно про форк. Планирую дальше его использовать в личных целях, уж очень понравился. А вот если тебе интересен и сам Source 3, тогда пиши про это в комментарии. Через некоторое время смогу записать краткий обзор и про него. Но большая часть информации все равно является общей для всех гитов, потому этот и следующий ролик будет основой для понимания работы гита. Что ж, думаю, этого для первой части достаточно. И переходи смотреть следующее, чтобы понять, как происходит совместный процесс разработки, как грамотно писать названия, как возвращать изменения, как принимать изменения от других разработчиков и тому подобное. Это видео поможет не только в работе с командой, но и усилит твои познания в работе с гитом, в частности с форк, которые пригодятся и в одиночной разработке. Спасибо, что посмотрел до конца, значит тебе было интересно и полезно. С тебя лайк, подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые ролики. Аригато!